Всем доброй ночи. Итак, продолжаем с вами в мистические истории у камина. Вообще таких тем, таких лекций, роликов было множество снято. Они по-разному называются. Мистика, мистические истории, рассказы зрителей. Огромное количество. Я даже не знаю, сколько десятков видеороликов было снято. И я вам советую их тоже посмотреть иногда, потому что вы там найдете ответы на многие вопросы, которые вас тревожили. Все эти видеоролики, лекции, они предназначены для того, чтобы помочь вам лучше узнать наш мир, мир духов, и понимать, в какой ситуации как правильно действовать. Еще раз скажу, что те, которые хотят свои мистические истории отправить, хотя накопилось достаточное количество, но в любом случае постепенно буду рассказывать, говорить. Истории, может, связанные с потусторонним миром. Правда, мир мертвых мы уже обсудили, прям можно сказать, грубо говоря, до дыр. Обсудили настолько, что уже вопросов, наверное, и не осталось. Хотя нет, это такая тема неисчерпаемая. Вопросы всегда могут остаться. Одним словом, если есть у вас такие истории, отправьте Яне в будние дни до 10 вечера желательно. И не голосовое, а записанное подробно. Потому что голосовое это долго слушать, а здесь я читаю и объясняю вам, что и как происходит. Так, начнем. Это было очень давно, когда я была первый раз замужем. Муж должен был прийти с армии, и вот прилегла я вечером отдохнуть, вроде и не спала, может, чуть задремала. Но в какой-то момент мне показалось, что у балконной двери кто-то стоит. Полуобернувшись, вижу очень высокий силуэт мужской. Я просто онемела, хотела спросить, что вам надо у меня? И он так посмотрел на меня долго и внимательно, и я отвернулась. Мне стало не до сна, жутко так. Лежала, думала, кто же это? Повернулась опять, его не было уже. Через время муж приехал, но радости от этого не было. Стал ревновать, руки распускать. Ну, я в ответ. В общем, мы разошлись. Думаю, меня предупреждал чей-то дух. Уважаемая Инга, как вы думаете, права я? Да, вы правы. Чаще всего приходят наши предки. Если они видят, что у нас неправильный выбор. Я помню, был случай, когда вышел на связь со мной мужчина. Он приходил в мои сны постоянно. Такой высокий, здоровый мужчина в военной форме. И говорил, предупреди мою жену, чтобы она ничего не продавала. Предупреди мою жену. Потом в один из этих снов он пришел и сказал, ее же дуру убьют. Вот так вот. Ее же убьют, дуру, ну предупреди ее. Я говорю, где мне ее найти? Как я могу ее предупредить? Она сама выйдет на связь, он так сказал. Наверное, буквально через несколько дней, не помню, 3-4 дня, в Одноклассниках была у меня группа «Тайное рядом» или что, не помню. Я знаю, что на Первом канале точно такую же программу создали. Но это не удивительно. Журналисты шастают везде, себе ищут какие-то темы, сенсации. И, значит, там женщина написала, есть у кого-нибудь ритуал продажи дома, хочу продать дом, земельный участок, не получается. И я написала, вас не Зинаида зовут? Она говорит, откуда вы знаете? Я говорю, напишите мне в личку. Она мне написала в личку,
Правда, она думала, что я там какие-то услуги буду предлагать. Я говорю, ваш муж приходит ко мне во сне. Я сказала, как его зовут. Андрей его звали. Я говорю, высокий мужчина, майор. Это ваш муж? Она, да. А как вы? Знаете, город, по-моему, Новосибирск, если я не ошибаюсь. Или Новокузнецк. Нет, Новосибирск. Я говорю, он просит предупредить вас, чтобы вы не продали дом, что вас обманут и, может быть, убьют. Она говорит, спасибо, я буду иметь в виду, так сухо как-то мне сказала, попрощалась. И через неделю с чем-то написала, спасибо вам большое, вы мне сказали всю правду. Действительно, оказалось, что, в общем, вот мошенники и задержали. Это 2000, какой год еще? 14-й, по-моему, или 15-й. Точно не помню. Просто яркое воспоминание. Задержали у них в городе эту банду. Они звали на... То есть говорили, что готовы продать. Человек приходил со всеми документами. Они брали его просто в заложники и заставляли переписать на себя. А потом, собственно... Этот человек пропадал где-то в лесу. И они переоформленное уже имущество перепродавали сами. Вот поэтому он, зная, что она с ними связалась, просил меня предупредить свою жену. Так что, да, приходят, они приходят, ищут какие-то пути, какие-то порталы, каким-то образом. На самом деле... Им не всем умершим, ушедшим можно вот прям так прийти и говорить все, что они хотят. И они вынуждены жестами каким-то образом дать понять. Скорее всего, кто-то из ваших предков, просто зная этого человека, знаете, это зависит от рода, насколько род силен. У каждого рода своя предрасположенность. Кто-то меценатством занимался всю жизнь, чей-то род пьянствует и потом заканчивается и так далее. И если это сильный род, то они наблюдают за своими потомками. И благодаря каким-то своим хорошим поступкам при жизни имеют возможность прийти и предупредить своих детей, внуков по-разному. Ну, вот, например, одна женщина перед землетрясением в 88 году в Армении, если помните, да, страшное землетрясение, и цифры были скрыты. Не 25 тысяч человек, а 500 тысяч почти погибло. Но тогда просто ужаснулись бы люди. У нас не было министерства чрезвычайных ситуаций вот, и прочее. И чтобы миру не показать свою несостоятельность, уменьшили число жертв. Их было гораздо больше. Целые селения уходили в землю. Страшное было. Искусственно созданное землетрясение, поэтому. Ну, не об этом речь. Так вот, она увидела своего отца во сне и услышала жуткий говор, то есть дома разговор такой. Отец на каком-то непонятном, то есть не то, что непонятном языке, а в непонятном состоянии. Он при жизни не был таким человеком, таким жестоким, очень жестоко, жестко, оскорбляя ее, выгонял из дома и говорил, сейчас же вышла из дома. И она, когда глаза открыла, она услышала этот крик, так перепугалась, что выбежала из дома. Это частный дом, село. И как только она вышла из дома, вот через пару минут началось землетрясение, и дом просто рухнул. Умершие приходят, иногда нас пугают не потому, что они хотят нам причинить боль, а потому что другого выхода нет нас предупредить. Шоковая терапия, так называемая. Так что вы правильно угадали. Кто-то из ваших пришел и пытался, вот вы же говорите, вы догадались, что, наверное, меня предупреждают. Так, следующее. Здравствуйте, Яна. Хочу спросить, можно ли прислать фото, на которое я случайно зафиксировала нечто. И на этих выходных мы с семьей отправились на море, приехали вечером, сразу через
Небольшой лесок. Пошли в пляж к морю. Хочу уточнить, никого вокруг не было, кроме нас. Солнце шло на закат. Была очень красивая погода. И я вся радостная сказала: здравствуй, дух леса. И всем духам привет. Мне дети в руки принесли ветки, и мы начали фотографироваться. Я держала ветки в руках, крутилась и как бы через ветки фотографировала все вокруг. Через пару дней... Чего? Ой, извиняюсь. Когда потеряла я. Когда мы вернулись домой, мы пересматривали фотографии. Дочь заметила нечто на одной из фотографий. Мы начали рассматривать, и вторая дочь сказала, что там вроде не один, а трое. Решила с вами поделиться. Сейчас я посмотрю и вам покажу. Так. Угу. Вот так лучше, да? Вот смотрите, видите четко? Вот. Вот. Некто вышло. Ну, неудивительно. Их даже не трое, их намного больше. Если так прям хорошо рассмотреть в лесу, много кто выявляется. Но самая четкая вот эта картина. Но вы же поприветствовали. И они вышли посмотреть, кто это такие умные, которые знают, что мы есть, и нас приветствуют. Злого умысла не было, иначе бы они вас напугали или как-то еще. Но раз они вам ничего такого не сделали, значит, просто вышли на ваше приветствие. Им стало любопытно и интересно, кто вы. Откуда вы знаете, что они здесь есть. И, собственно говоря, решили вас поприветствовать в ответ. Потому что духи, они живут везде, и они везде существуют, везде в нашем пространстве. Это не только мы здесь живем в этих измерениях. Они такие же хозяева, полноправные жители нашего мироздания, Вселенной, как и мы с вами. Поэтому, знаете ли, не удивляйтесь, когда такое бывает. Если они вам ничего плохого не сделали, просто вышли посмотреть на вас. Просто решили приветствовать вас в ответ. Просто решили вас охранять, может быть, раз вы к ним проявили уважение. Вот и все. Здравствуйте, дорогая Яна. Не понимаю, что творится дома. Хочу с вами поделиться этой мистикой. Вчера ночью дочка спала со мной в одной комнате. Она долго не могла уснуть, и на утро она сказала, что ночью увидела, что сбоку кровати кто-то стоял. Втроем. Эти трое стояли будто с мантиями. Младшая дочь раньше иногда говорила, что якобы там кто-то прячется. Очень боялась этого места. У нас месяц назад умерла собака. И до этого были такие мистические явления. Несколько месяцев до смерти собаки мы заметили, что как будто кто-то выгоняет собаку из ее места. Старшая дочка видела какие-то тени, слышала звуки, будто кто-то ходит по квартире, когда никого нет. У меня пару раз были суицидальные мысли, но я говорю, что это не мое, что-то тут не так. В один вечер я собралась вывести собаку на улицу, дочка нагнулась, чтобы снять носочек собачки, и увидела приближающееся белое лицо. И я еще ласково сказала, что, возможно, это домовой или дух, который охраняет нас. И тогда следующая ночь, в 3 ночи, я резко проснулась от какого-то движения. Была какая-то ходьба по дому. Когда притихла, я старалась уснуть. Но как-то подняла голову, увидела свою младшую дочь. Она прыгнула ко мне в кровать и легла рядом. Я ее обняла, и сразу я уснула. Потом опять я резко проснулась. Было 4:12, а дочки нет. Было такое, что когда она ко мне приходила, то потом ее не выгонишь спать в свою комнату. Потом утром спросила, кто ходил. Старшая дочка сказала, что один раз была в туалете, но она тоже слышала ходьбу и слышала звуки фантиков от конфет на кухне. Есть корзина с конфетами для домового. А младшая дочка сказала, что она спала и ко мне не приходила. Спустя пару дней младшая дочь плохо себя почувствовала. Потом собаке плохо стало. Лечили собаку пару недель. Ей стало лучше. Но в один день стало очень плохо и умерла. После смерти собаки младшая дочь так сильно заболела, что скорую вызывали. Хотела бы узнать,
Связаны ли эти события между собой? Конечно, связаны. Они принимают уже обличие ваших детей. Вас это не настораживает? Тему Доппельгангер не смотрели мою? Это нехорошо. У вас неупокоенные души, точнее, в доме в этом находятся. Может быть, от прежних хозяев находятся. Потому что это некий портал, который время от времени активизируется. Вот люди живут 30 лет в своем доме, все нормально, ничего никогда не было. А потом вдруг начинается такая чертовщина, что им приходится продать дом и уйти. Вот они единственное спасение считают вот просто продажа дома. Те люди приходят, опять тишина, спокойствие, ничего нету. Потом опять начинается ужасающая вещь. Я знала такие истории страшные, когда люди приходили домой, вот они были в гостях, они пришли домой и подходили к своему дому и слышали в доме, значит, там музыка играет, шум, гам, как будто застолье. И они не могли понять, что происходит. Если воры зашли, то воры там музыку не будут включать, сидеть, пить и гулять. Они заходят, открывают дверь, а у них в гостиной сидит народ. Полно людей, стол накрытый. Кушают, пьют, веселятся, как будто их не видят, не замечают. Потом в один момент все повернулись, посмотрели на них, и все это исчезло. И это видели все, вся семья. Они были в таком ужасе, что они убежали из дома. Не заходили, поехали ночевать к своей там матери, значит, теще. На следующий день священника вызвали, еще что-то, ничего не помогает. И потом оказалось, что старые хозяева не сказали ничего, просто намучились этим всем и продали и ушли, не говоря ни о чем. Ну, боялись, что если скажут, никто не купит. И эти люди жили, все было нормально, 12 лет жили в этом доме. У них уже ребенок родился, второй ребенок и так далее. И вот это началось, опять портал активизировался, и они начали там ходить. Ну, говорят, что целая семья, одним словом, была убита. Это старый дом до революции. Прям отреставрирование, он даже считается как бы достоянием города. Вот такое историческое здание, и там несколько семей живут. Понимаете, ну такой, как коттеджного типа в то время строили в царской России, когда большой дом разделенный на несколько хозяев. Вот типа этого. Не люблю это слово, типа того. Ну, типа такого, собственно говоря. И тоже вот долгое время все было хорошо, а потом активизировался портал. То есть вы тоже можете сказать, вроде бы все было хорошо, жили, ничего не было, и никакой истории у этого дома никто плохой не помнит, а потом это все началось. Это очень опасно. Напишите мне, я вам посоветую, что делать, пока у вас не начались смерти и уже людей. Видите, уже собака умерла. А она им чем-то не угодила, не нравилась. Она их видела, их присутствие. Может быть, лаяла ночью, может, показывала на них, то есть указывала. И им это не нравится. Они избавляются от всех, кто их видит. Им нужно там свободнее. Они, по сути, они вытесняют вас как хозяев. Вытесняют из дома. И попробуйте несколько вечеров, то есть или ночей включить, изгнать зло голосом ведьмы, и вы посмотрите, что будет происходить. Прячьте ножи, вилки, ничего не оставляйте на столах. Это не домовой. Это очень опасные, неупокоенные души ушедших, которые могут просто друг за другом вас забрать. И они к вам не испытывают никакого доброго чувства. И то, что ваш ребенок пришел как бы, то есть кто-то, некто, приняв обличие вашего ребенка, пришел, лег рядом с вами. Вы можете представить? Это когда приходит Доппельгангер, это когда меняются местами люди. То есть, ну, создание. Одно создание уже пришло с ее изображением, значит, она должна уйти, чтобы это некто осталось в этом мире. Будьте очень осторожны и отнеситесь к этому с большим вниманием. Это очень опасно. И напишите, я вам объясню, как и что делать. Может быть, если надо будет,
Я вам помогу их изгнать оттуда. Закрыть этот портал. Это возможно, но это возможно только для очень сильных ведьм, я вам скажу честно. За это не все берутся, и не у всех это получается. Просто порталы, они едины, и мир мертвых един. Мне иногда говорят, а вот вы не боитесь с ними связываться. Вы знаете, ничего не боится только дурак. Страх должен присутствовать от силы, ну, какой-то. Какая-то часть страха должна быть, она предупреждает, она оберегает от ошибок. Совсем без страха человек погибнет. Но нужно уметь контролировать свой страх. В магии слабых не любят. Здесь хищники обитают. Если будешь немного слабее, тебя просто сожрут. И я и не то видела. Видела и очень страшные моменты, и поэтому и то, что я рассказать не могу. И есть такое тоже, когда мне было сказано, никому не говори. Вот так повернулся, да, вот так вот к губам прижал палец и сказал, никому не говори. Вот я и не говорю, что там было. Но это можно посидеть от такого. Нехорошо это. Место опасное. Никакое освещение, никакие священники по батюшке не помогут. Нужно закрыть этот портал, пока не поздно. Понимаете, зазыв это, когда мертвые начинают звать живых. Они начинают звать за собой, приходить. Ходьба начинается в ваш дом, в вашу жизнь. Так. Со мной произошло странное. Моя дочь живая, живет со своей семьей в отдельной квартире. Ой, ну это выражение выбирайте. Нельзя такие вещи вот таким образом писать. Нельзя. А что значит живая? Ну, неправильно вы написали. Так не выражайтесь. Моя дочь живет там в отдельной квартире. Вот так лучше. Я понимаю мысль, почему вы изначально так написали, но в любом случае будьте осторожны со словами. Понимаете, как слова, они могут быть очень сильные, особенно когда мы произносим в таком состоянии, вот когда у нас сильная вот эта возбужденность, энергия внутри и так далее. Ну, например, я знаю женщину, которая была загружена работой, вот она делала мои ритуалы, у нее было столько работ, клиентов, звонили, она не успевала, прям вот посыпалось на нее это вот сверху, и она купила свою квартиру, которую она мечтала за короткое время, потом машину поменяла на более дорогую, и вот прям все хорошо, и она говорит, вы знаете, потом раз, и все закрылось, я не знаю, что делать. Я говорю, вы ничего не говорили? Вот вы столько людей шло, что-то такое в сердцах не сказали? А знаете, что она сказала? Ой, как я устала от этой работы, как надоело мне это все. Достали вы меня все. Вот чтобы все вот прям исчезли уже сразу. Вот так вот она сказала, и все исчезли. И очень непросто было потом открыть это обратно. Слова могут звучать как заклинания. Все эти тосты, все эти пожелания на свадьбы, там, на день рождения, это все не просто так. Это заклинания, которые произносят люди. Просто мы уже забыли, что это когда-то были заклинания, да, обращенные к богам, и пожеланием назвали. А ведь это заклинание. Живите долго и счастливо. Тут вы закрепляете жить вам долго и счастливо. Или у нас есть такое выражение «на одной подушке вам стареть». То есть вот вместе состаритесь, вместе живите до конца своей жизни. И много таких, да, счастье, здоровье, чтобы было и так далее. Заклинание это все. Осторожнее со словами. Я очень долго себя вот контролировала, пока научилась контролировать свои слова. Я однажды на кладбище, когда пошла, сделала свое дело, потом сказала, как же я устала.
Как же я вам завидую. Вот, если лежите себе спокойно, и как же я устала. Мне бы так вот отдохнуть. И потом чуть не погибла. Да, чуть в аварию не попала. После таких идиотских, тупых слов, которые произнесла по молодости, по глупости, не думая о том, что меня слышат. Я же, по сути, сказала, что я хочу. То заговор произнесла, пожалуйста. Итак, со мной произошло странное. Моя дочь живая, живет со своей семьей в отдельной квартире, а я живу в своей квартире. Я уснула, вскоре проснулась от шагов. Меня это не напугало. Глаза не стала открывать. Поняла, что это не может быть моя дочь. Она подошла ко мне, присела на краешек дивана, и я спрашиваю: доча, что ты хочешь? Она говорит: можно поспать с тобой? Я ей ответила: конечно, иди ложись. Потом все как будто замерло, никого нет, потому что и я поняла, что допустила ошибку этими словами. Ведь словами вы много допускаете ошибок. На следующий день было так же. Тогда я сказала: дочь, иди домой спать. Потом увидела ритуал Инги, убираем навс. Теперь этого нет. Это хорошо, что вы вовремя поняли, но в любом случае будьте осторожнее и дочери своей скажите, желательно, чтобы она провела какую-нибудь отчитку из моих работ. Ну, например, сильная отчитка, есть такая работа. Это тоже доппельгангер. И они по-разному приходят. Их можно увидеть в толпе, их можно увидеть дома. Можно вот на кухню зайти и увидеть просто вот знакомый силуэт. Женщина зашла на кухню, отец сидит, чай пьет. Он: пап, ты чё? Как ты здесь оказался? А он живет там, до нее лететь-то на самолете, наверное, 7-8 часов. Ни звонков, ничего, никакого предупреждения, что он приедет. Она зашла, увидела отца. Он улыбнулся и исчез. Ее трясло, она там позвонила мужу. Он сначала, конечно, говорил: ты успокойся, да, все. Делал вид, что верит, но не верил. А утром они узнали, что отец ночью умер. Сердечный приступ. То есть сначала он пришел, а потом, то есть это не в то время после смерти он пришел. Сначала он пришел, показался. Я же говорю, они меняются местами. Похожая на тебя сущность приходит в этот мир, а ты уходишь. Вот в чем дело, вот в чем опасность. И я еще раз вам напомню, когда у нас деваха была, очень любила гулять постоянно. И это было ей и предупреждение, и на всю жизнь она запомнила. Мы приезжали, наше было студенческое общежитие, вообще закрывали после 10 вечера. Не пускали, и там, ну, это целая история. Нельзя было выходить. Я считаю, что это правильно. И хорошо, что так было. Надежно было. И мы внизу спали, все было закрыто. Внизу, значит, сторожиха сидела. И она каким-то правдами, неправдами дала ей денег, наверное, уговорила, не знаю, пошла на свидание вечером. Хотя было предчувствие нехорошее, я ее тоже предупреждала. Она какой-то сон нехороший видела. Она поднялась прямо напротив нашей гостиницы. Вот лестницы идут к Мамаеву кургану, то есть Родина-Мать. Вот этот монумент и место, то есть памяти, вечный огонь и прочее. И она поднялась туда, там назначено свидание, там парк маленький такой. Я ей говорила, что как-то мне неспокойно, почему именно в этом парке вечером, там особо никто не ходит по вечерам. Ну, пошла она. И знаете что? Она пошла, уже заходила почти в этот лес, и она увидела себя, вся в черном. По-моему, да, в черном. Она себя увидела. Она стояла, смотрела на себя же. И ее двойник повернулся и пошел в лес. И она испугалась до такой степени, она подумала, ну, то есть поняла, что что-то здесь не то, не пошла, не рискнула. У нее там ноги дрожали, побежала обратно, пришла, она заболела. Сколько дней лежала, прям ей было плохо, температура поднялась от страха.
оказалось, что этот некто маньяк, понимаете, который назначал свидание девушкам и потом их убивал там. Вот в этом случае ее двойник ее спас. Будьте осторожны, если такое видите родного человека, близкого, своего ребенка, не знаю, себя, это обязательно нужно отчитать. Если бы судьба не давала шанс, то они бы не пришли, не показались. Они приходят, показываются для того, чтобы человек что-то сделал, что-то поменялся в своей жизни. Точно так же своего двойника увидела Екатерина Великая. Когда ночью, значит, стражники увидели, что императрица вся такая одетая, с короной, прошла мимо них. И они сначала подумали, что она, то есть она действительно идет, это был час ночи, они поклонились ей. Но зная, что у нее нет привычки по ночам вот так расхаживать, тем более вся одетая, она вообще любила простоту. Особо так не одевалась, когда куда-то нужно было выйти. И они решили последить за ней, но все-таки рискнули, пришли, постучались, и когда вышла фрейлина, они спросили, что, значит, Ее Величество выходила из своей опочивальни, и те говорят, она спит. И вот на этот шум, разговор, Екатерина проснулась и спросила, что происходит. Когда ей все объяснили, она последовала в тронный зал. В тронном зале сидела она сама на троне, в своих одеяниях, с той самой короной, с которой она венчалась на царство. И один из солдат крикнул: «Как вы смеете там выдавать себя за императрицу? Немедленно оттуда спускайтесь!» И двойник Екатерины засмеялся громко, захохотала и исчезла. И она упала в обморок. Когда вернулась, пришла в себя, она сказала: «Это моя смерть за мной пришла, скоро я уйду». И действительно она ушла. Там даже месяца не прошло после этого видения. Так что знайте об этом. И пересматривайте эти ролики. Там много ответов на ваши вопросы. Давайте дальше. Видите, в каком мире страшного и, скажем так, опасного я обитаю? Думаете, мне легко это все изучить, знать, пропускать через себя? Это очень опасная профессия, опасное ремесло, те, которые лезут в магию. Магия — это вам, знаете, не кружок кройки и шитья, учтите. Это очень, очень тяжелая профессия, господа. Далее. Здравствуйте, уважаемая Яна. Хочу поделиться мистической историей, которая случилась со мной. Этот случай со мной произошел в 2018 году. Я снимала квартиру. Все бы ничего, но постепенно потеряла сон. Головные боли меня начали тревожить. И непонятный страх меня одолевал. В последнее время всегда свет оставляла в коридоре включенный. Как-то просыпаюсь и вижу темно. Нет света. Я подумала, лампочка перегорела. Только хотела повернуться, так услышала и почувствовала что-то, что запрыгнуло на кровать. Так как животных не было дома, меня охватил ужас. Этот некто поднимался все выше и выше. Глаза открыть не хотела, боясь увидеть нечто ужасное. Но это существо не ходило по кровати, а ползало, как змея. Когда доползла до шеи, я решила все равно посмотреть на него. То, что увидела, меня шокировало и ужаснуло. Голова была женская, туловище похоже на гусеницу, имело 2 лапы. Это существо посмотрело мне в глаза и спросило: «Как у тебя дела?» Но тут уже я не выдержала и хотела закричать, но пропал голос.
Я как будто была прикована к кровати. Через пару секунд услышала другие голоса, которые говорили: «Мама, мама, давай оставим ее». Тогда она сползла и спрыгнула с кровати. На второй день я съехала с той квартиры. Уважаемая Инга, кто меня посетил, хотелось бы мне узнать. Заранее благодарю. Скорее всего, бывшая хозяйка этого дома. И не обязательно, чтобы какая-то трагедия, которая случилась наверняка с этой женщиной и ее ребенком или детьми. Не факт, что случилось это вот в наше время. Это могло случиться в более старые, то есть стародавние времена. Но просто на этом месте могли построить дом и тот старый дом разрушить, например. Но душа этой женщины и ее детей там осталась. Измученная душа, которая уже практически демонизировалась где-то и обитает в потусторонних мирах. Душа, неупокоенная душа, она может принять очень страшные всякие обличия. И она там, видимо, обитает уже долгое время и может проявить себя по-разному, получает эту энергию страха, тем самым и питается. Обычно неупокоенные души так приходят, а то, что у вас был сонный паралич, вы не могли двигаться и кричать, это знакомо многим. Когда ты пытаешься что-то сказать, у тебя либо заикание какое-то выходит, там, фразы непонятные, так, кусочками, либо ты не можешь ничего сказать, но ты просто с открытыми глазами наблюдаешь весь ужас, не в силах сопротивляться. Вы правильно сделали, что ушли оттуда. Потому что вы бы сошли просто с ума. Они принимают такие обличия страшные для того, чтобы вытянуть с людей эту энергию страха. Вы ведь испугались, и вы дали огромный прилив энергии. То есть отдали вот эту вот энергию страха, и тем самым они питаются. Она бы не оставила вас в покое. Вы бы потом просто тронулись умом, видя такие вещи. Съехали, и хорошо. Ну, жутко, конечно. Даже представить жутко. Знаете, иногда такие дома настолько проклятые, настолько часто там люди уходят, убегают, не знаю, умирают и все что угодно, сходят с ума, что порой просто невозможно даже там почистить или убрать эти сущности. Они через некоторое время снова приходят. В древние времена, вообще в старину, такие дома были заброшены. Там никто не жил, никто эту землю не покупал. Они просто становились вот заброшенные руины. Так, давайте далее. Здравствуйте, Яночка. Я благодарю вас за вашу работу. Посылаю вам небольшой рассказ на тему мистики. Долго не решалась написать по причине пикантной темы. У меня был любовник, он приходил ко мне во сне и на следующий день рассказывал мне все, что я видела, чувствовала во сне. Не могу сказать, что я спала, но шевелиться не могла. Мы расстались к моей радости, но по ночам кто-то ко мне приходил, и я по-прежнему чувствовала сексуальное удовлетворение, слушала лекции Инги о суккубах и решила поделиться историей. В последний раз прокричала во сне, что если не отстанешь, то пожалуюсь Инге, пока никто меня больше не тревожит. Хотелось бы узнать мнение, что это было. С уважением, Татьяна. Послушайте меня. Не обязательно, чтобы человек занимался магией профессионально, но есть такие любители, есть такие любознательные люди, которые интересуются разными направлениями оккультными.
ну, где-то побывали, где-то какой-то секрет, тайну им выдали, объяснили, сказали, что может быть. И они начали это использовать в своих целях. И не всегда в хороших целях. Скорее всего, этого человека научили, как наслать на человека сон. Тот сон, который ты хочешь. То есть ты хочешь, чтобы человек это видел, воздействовать. Я знаю, как это делается. Я одно время так воздействовала на мужчину, но делала это для того, чтобы ему отомстить за его подлости. И он мне потом также писал, говорил, что я ему приснилась, что я говорила ему вот так вот и так далее. Вот все, что я говорила, внушала, внедряла ему в подсознание, он это все видел. И говорил, чтобы я отстала, отстань от меня, ведьма, оставь меня в покое. Но я потом поняла, что это глупо, ненужная игра, молодость, обида. И я отпустила его на все 4 стороны, забыла. Так вот, в вашем случае примерно то же самое, только человек не профессиональный, но он интересуется вот этими оккультными направлениями, изучает эти книги, читает, да, это все. И в итоге просто он научился насылать такой вот сон. Не совсем он приходит, он просто планирует этот сон, то есть обрисовывает, что он хочет с вами сделать, как. И вот некая сила выполняет это приказание, приходит к вам. Человек так развлекается, играет. Это не наличие силы. Это не наличие силы. Демонические сущности иногда дают возможность человеку осуществить свои эти сексуальные фантазии, желания. Знаете, как в казино. Сначала помогают ему в каком-то вопросе, а потом забирают все, что у него есть. И он доиграется. Я вам посоветую начитать себе защиту. Сначала проведите какой-нибудь из чисток, соляной столб, например. Потом начитайте себе защиту. И начитывайте защиту часто, пока это все не отстанет, не отступит от вас. Это опасные игры. Начитывает он, просто читает кое-что и направляет в вашу жизнь некую сущность. И еще раз говорю, для этого не обязательно быть колдуном. Просто есть запретные знания, которые не всем даны. И если человеку удалось где-то это переписать, где-то купить какую-то книгу, у кого-нибудь там что-то редкое такое взять, и если кто-то научил, объяснил, и он начал этим пользоваться, то у него может это получиться. Потому что обладатель силой никогда не будет такой ерундой заниматься. Он понимает прекрасно, что это игра с демонами. Он может очень плохо закончиться. И увидите, он очень плохо закончит. Он может умереть очень страшной смертью за все, что делает. Но обязательно отчитывайте то, что я вам посоветовала, пока это не закончится. То, что вы назвали мое имя, это хорошо. Обитатели потустороннего мира знают ведьм. И знают, что если они, например, не отстанут от человека, то этот человек может к ней обратиться, и она может убрать. Она имеет эту власть и силу. Поэтому они иногда слушают и исчезают. И такое есть. Здравствуйте, Яна и уважаемый Инга. Хотела бы рассказать мистическую историю, связанную с моей дочерью.
Сейчас ей 16 лет. С рождения она была неспокойным ребенком, обращалась к врачам, к бабушкам, но безрезультатно. Года 2 назад она нам сказала, что ночами к ней приходит женщина в белом с черными волосами. Посидит и уходит. Мы спросили, ты ее боишься? Она ответила, нет, она ничего плохого мне не делает. Потом это прекратилось. А недавно она прибежала ночью к нам, со слезами сказала, мне приснился страшный старик с красными глазами и кричал, убирайтесь с этого дома. Она проснулась и увидела напротив этого старика, но в одежде католических монахинь. Это мы поняли по ее описанию. Позже она показала картинку. С тех пор она спит с освещением в комнате. Я решила дать ей одну из ваших чисток. В моем присутствии она делала, вроде бы ничего не повторилось, но хотелось бы узнать, что происходит с ребенком. Ваш ребенок видит потусторонний мир. И это видение лучше у нее закрыть, пока это не закончилось сумасшествием. Так уж получается, что иногда потусторонний мир приходит к людям. И это не всегда во благо и хорошо. Понимаете, одно дело, когда человек рожден ведьмой, и он боится, то есть она боится вначале, но потом привыкает к этим силам, привыкает с ними взаимодействовать, работать. Все, это ее работа, это ее ремесло. Она спокойно к этому относится. Другое дело, когда человек, совершенно не знающий мир духов, не понимающий, что это такое, что с этим делать, как это все закрыть, открыть и так далее. И вдруг открывается вот этот мир духов со всем своим разнообразием, и начинается кошмар за кошмаром, заканчивается сумасшедшим домом. Поэтому многие люди, например, говорят, вот кто магией занимается, они плохо заканчивают. Нет. Не в этом дело. Дело в том, что их не звали. Они лезут в тайные дебри, а за все тайное расплата есть. Нужно закрыть это видение вашего ребенка. Напишите мне. Ей незачем это видеть. Она в этом поприще работать не будет, а просто видеть мир духов, просто видеть. Зачем? Это ж с ума может сойти. Если ширма упадет, и люди увидят, что вокруг них, какие силы, какие сущности находятся, они сойдут с ума. Я очень часто их видела, пока не научилась закрывать это. Когда у меня опять это утончается, когда я опять чувствую, что вижу эти тени и прочее, я опять начитываю. На некоторое время снова у меня закрывается эта ширма. Не нужно, я не хочу их постоянно видеть. Это очень страшно, это тяжкий крест. Я первое время в детстве думала, что я схожу с ума. Сначала дразнили меня, потом уже начали прислушиваться, когда я начала говорить и предсказывать, кто умрет, чью смерть видела и так далее. Уже начали меня сторониться, начали бояться, побаивались, потому что, я видела это все, понимаете, и сейчас могу видеть, если мне это нужно. Но сейчас я закрываю этот обзор. Я и так неплохо вижу и читаю мысли, и вижу будущее людей, и вообще их судьбу. Этого достаточно. Более чем. Чрезмерное видение тоже очень тяжкий крест. Это тоже очень тяжело, очень... Ты сидишь где-нибудь и просто повернулась, видишь судьбу человека. В телевизоре показывают что-нибудь, там, какого-нибудь актера, и ты понимаешь будущее, хотя он сейчас блистательную карьеру сделал, но ты думаешь, что что-то случится с ним. Недавно мне приснился сон, корабль утонул, и календарь то ли 24 число, то ли 21 число. Вот не разглядела. Какое-то крушение, что-то нехорошее, что-то такое страшное, крушение надежд произойдет 21 или 24 числа. Вот запомните этот эфир. Но какого месяца? Ничего не было показано. И ведь каждый раз, тот раз мне показали вот эту катастрофу, да, самолетов, и друг за другом самолеты начали падать. Помните? Все начали писать. Там упали, здесь упали самолеты. Вот каково это вот так вот жить?
Это очень страшно. Поэтому вашему ребенку это не нужно. Это не дарование, это некое такое проклятие, которое иногда осуществляется через поколение. Рождается человек без этой защитной ширмы. И он видит потусторонний мир. И чем дальше, тем больше. Но это ни к чему хорошему не приводит. Во-первых, они приходят, они забирают очень много энергии. Они забирают очень много сил. Они забирают жизненную силу, они этим питаются. И, во-вторых, ребенок может просто сойти с ума от этих страхов. Напишите мне, я закрою ей это видение. Она постепенно вернется к жизни. Так нельзя жить. Это неправильно. Так, следующее. Для раздела мистических историй. Здравствуйте, уважаемая Инга. Доброго времени суток, дорогая Яна. Спасибо вам огромное, что на канале «Ведьмина изба» есть рубрика «Мистические истории». Я всегда с большим удовольствием слушаю рассказы людей. Благодаря этому на многие вопросы можно найти объяснение и понимание о потустороннем мире. Мой рассказ из детства. Вы абсолютно правы, когда нам рассказываете о последствиях сглаза, зависти. Настолько это может быть серьезно, просто некоторые люди думают, что сглаз это что-то сломается, мелкие неприятности, небольшие денежные потери и так далее. Я была свидетелем последствий сглаза. Мне было лет 13, мы жили в селе. Моя мама рано меня родила, и поэтому очень молодо выглядела. Плюс ухаживала за собой, одевалась стильно, модно. И как-то днем они с бабушкой пошли в магазин, а навстречу им встретилась мамина одноклассница со своей мамой. Только вот эта одноклассница по сравнению с моей мамой сильно проигрывала. Она себя запустила. Вид неухоженный, неопрятный, лохматый. В общем, выглядела ужасно. Они поздоровались, а сама с завистью начала разглядывать маму. К тому же про эту бабу, мать одноклассницы, в деревне говорили, что у нее язык нехороший, глаз особо с ними не... И глаз особо с ними не дружили, да. В этот же день мама вернулась с магазина домой, только перешагнув порог, упала и начала захлебываться от кашля. В течение часа у нее на теле начались страшные язвы, напоминающие, в общем, не буду читать, сейчас название опять. YouTube блокирует ролики с какими-то медицинскими названиями. Это все происходило так быстро, что мы не знали, от чего лечить. Отец растопил баню, марганцовкой, святой водой, мазал эти язвы, ничего не помогало. Придя с бани, у нее начался флюс с левой стороны. Щека так раздулась, что даже заплыл глаз. К этому времени она уже лежала, не вставала. Это все произошло часов за 5. Фельдшера она сказала не звать, мол, все пройдет. На самом деле становилось все хуже. Мы места себе не находили. Мама угасала на глазах. И мне нужно было подшить штаны, так как завтра идти в школу. Поехала на велике к местной швее. Она увидела мое заплаканное лицо и спросила, что случилось. Я ей все рассказала. Она мне посоветовала купить пачку игл, не беря сдачи, чтобы мама сварила их в молоке. Что-то еще нужно было сказать и вылить на улицу в темный угол. Вот то же самое практически, что я вам дала. Вот это древний метод, но, правда, там кое-что сказать, да. После этого носить моток черных ниток в кармане, пока совсем не пройдет. Я все сделала, как она сказала. На маму было страшно смотреть. Я как-нибудь дам этот ритуал тоже вам. Этот флюс начал идти к горлу. Она ужасно хрипела. Мы боялись, что она может задохнуться. Мы ее еле подняли, чтобы она провела ритуал. И она утром... Мы просто ее не узнали. От язв не осталось и следа. Флюс практически исчез. Она даже вышла на работу. Мы были в шоке. А она второй день, она вовсе была здоровым человеком. Если бы не подсказали нам, боюсь, мы бы ее не спасли. Это она нам позже рассказала про эту встречу с одноклассницей. Вот такие бывают последствия. Казалось бы, от какого-то сглаза. В нашей жизни нужно быть всегда начеку. Благодарю вас с огромным уважением.
подаренной вами работы на спасение и защиту человека. Я вам как-нибудь дам эту работу на похожую, то есть, которую я вам отдавала на 11 игл, если помните, собственно говоря. Итак, что это такое могло быть? С глаз, но не только с глаз. С глаз, который сопровождался нехорошими пожеланиями. Вот, знаете, такие пожелания в спину. Люди зачастую винят других в своих неудачах, в своей тяжелой судьбе. Они не задумываются о том, что они тоже могут также работать, много стараться, да, элементарно вот запустил человек себя, увидел одноклассницу, вот она такая вся красивая, одетая, а я вот такая-то, а кто виноват в этом, собственно говоря. Но помимо сглаза, помимо вот этих отрицательных посылов и желаний, может быть еще в спину сказанное слово, понимаете? О, чтоб тебе пусто было, какая ты вся сегодня из себя. Ой, да чтобы ты там провалилась. Да чтобы этот последний день был в твоей жизни и так далее. Много таких пожеланий, которые говорят завистливые люди в спину. Это очень несчастные люди. Их жизнь так и проходит в зависти, ненависти. И заметили, всех подозревают в колдовстве. Вот могут там поссориться с соседями. Ты колдуешь на меня, ты там что-то, какие-то порчи на меня делаешь и так далее. Смешно. Смешно, да не смешно. Но почему они так говорят? Потому что человек, способный сам на такие подлости, он всегда подозревает других. Как, например, тот, кто способен изменить, все время подозревает жену. Да, вот ты вышла, ты с кем-то говорила, ты куда-то пошла. Потому что он сам такой. Потому что он куда-то вышел, обязательно должен с кем-то провести несколько часов, чтобы зря день не пропал. То есть он сам способен изменять, он сам способен на такие грязные поступки, поэтому во всех это видит. И люди сами, которые начитывают и пытаются кому-то навредить, что-то кому-то насылают и так далее, они постоянно вот живут в этих подозрениях, что соседи колдуют, еще кто-то. Они могут совершенно человека ни при чем в этой ситуации обвинить в колдовстве. Вот ты идешь на меня, читаешь, ты на меня колдуешь и так далее. И очень несчастные это люди. И, как правило, вот их вот пожелание с глаз, он очень страшно действует. Да, ваша мама могла бы задохнуться и умереть. И жаль, что люди зачастую это принимают, знаете, как бы пока вот на них это не обрушится, они не понимают, что это очень серьезно. Иногда не обязательно, знаете, как вам сказать, если вы знаете, что общество не очень добрые, не обязательно иногда красиво одеваться при них. Я понимаю, кто-то скажет, и что теперь из-за них мы должны вот... Нет, не в этом суть. Просто особенно вот это сельское общество, да, сельский народ. Есть селения, знаете, очень добрые люди там живут. Очень гостеприимные, очень хорошие люди. Есть селения, прям вдовье селение называется. Там все мужики умирают, они одинокие. Вот все работы сваливаются на их плечи, прям вот косит мужчин. Или алкоголизм, или там непорядочная жизнь, или, ну, много всяких различных причин. И они голодные, эти бабы, голодные, прям рыщут, вот ищут жертв. И когда видят ухоженную женщину, у которой там муж, семья, она счастлива, у них огромная ненависть и зависть к этой женщине.
И никто не думает в этот момент, она ж не у меня забрала, без разницы. Если твоя планка души, то есть на высоком уровне, то ты контролируешь свои чувства. Если низменная душа, то вот эта зависть, она бесконтрольно идет дальше, дальше. То есть человек не может себя остановить, контролировать, а еще и черные мысли, черные посылы, и вредит, конечно, другим. Но как только это все снимается, возвращается бедой на голову таких людей, им же хуже. То есть это несчастные люди. Это, как правило, они одинокие, потом умирают в одиночестве. Свои вот эти черные посылы и мысли их сжирают в первую очередь. Ну, не понимают эти люди, что лучше эту энергию направить, например, в хорошее русло. Ведь никто тебе действительно не мешает идти там постричься, волосы покрасить, да, одеться опрятно, не знаю, ухаживать за своей кожей и прочее. Никто же не мешает. Ну, а зачем не делаешь? Ну, природа такая. Собака на сене. И сама не буду выглядеть хорошо, а кто будет хорошо выглядеть, тех буду проклинать. Есть такие личности. Да, хорошо, что вы сказали, то есть рассказали эту историю. Это действительно очень серьезная вещь. И зря многие думают, что обойдется просто разбитой чашкой или каким-то плохим настроением. Оно может убить человека. С глаз может до такой степени довести, что просто с места не может встать человек. Так лежит или ничего не хочет делать. Нежелание, депрессивность накрывает просто с головой. Страшная эта вещь. Страшная. Мы, знаете как, мы от первобытных людей не очень далеко-то ушли. Просто научились держать при себе свои мысли. Есть такая армянская поговорка: у змеи яд снаружи, у человека изнутри. Понимаете? Улыбается, приятная женщина. Сколько двуличных таких людей, которые принимают там. Уверена, что и в вашем окружении есть такие. Ой, здравствуйте, приходите, мы так рады, спасибо, всего хорошего. То как только за ворота вышли люди, это такая, это гулящая, это с мужиком тем-то спала, то вот сколько таких? Огромное количество, у которых яд внутри, понимаете? Не дает жить ни им, ни другим. Добрый вечер, Яночка. Мне хотелось бы рассказать свою мистическую историю. Может, Инга объяснит, кто эта женщина и что это за поле. 2,5 года назад умер мой муж. 1,5 месяца реанимации не спасли. Я переболела дома, выздоровела. Очень тяжело болели, какой-то там болезнью. Горю моему не было предела, я же считала себя виноватой в его смерти. Мужу совсем было плохо, задыхался, я настояла на больнице. Я 1,5 года простояла на коленях перед его фото, плакала день и ночь, просила прощения, умоляла меня забрать. Те 1,5 года помню очень смутно. И вот один раз стою на коленях, рыдаю, вдруг вокруг меня начинает меняться пространство. Мы с мужем идем в обнимку, молодые. Но он по полю, а я по тропинке. И точно знаю, что мне на поле нельзя, ему на тропинку. И говорит он мне: никогда не говори, что я тебя бросил. Мы рядом с вами и помогаем. Просто вы не видите нас. Люди не умирают, рождаются тут дома. Здесь нет вражды и войн. Мы любим, уважаем всех. С края поля к нам подошла очень красивая молодая женщина. Белое сияющее платье. Длинное до пола, длинные рука, волосы темно-русые, да, шоколадки прям. Она улыбнулась, взяла моего мужа за руку, сказала: твое время истекло, пора обратно. Я стала плакать и просить забрать и меня. Нет, говорит, ты еще не все прошла. И не все прошла и сделала в этой жизни. Вот придет время и заберут тебя. Не плачь. Вы тут всегда будете вместе. Он ждет тебя. И они ушли.
А я очнулась в своей комнате на полу. С тех пор стала приходить в себя. Опять улыбаясь, учусь жить без него. Мы 37 лет были вместе. Вы просто попали в потустороннее измерение. Вы упали в обморок, и у вас душа вышла в это потустороннее измерение. Вам показалось, что вы видите, как сгущается все вокруг, значит, вы какой-то в другое измерение зашли, себя увидели там. А на самом деле вы упали в обморок. И в этом обморочном состоянии ваша душа вышла, в предсмертном вот состоянии пограничной. Вы увидели потусторонний мир. Красивая женщина – это смерть. Она, как правило, приходит в обличие красивой женщины. Очень часто ее видят в обличии очень красивой женщины. Почему вы стали улыбаться? Потому что вы поняли, что он не ушел. Что тот мир существует, что они действительно нас видят, за нами наблюдают, и вам стало легче от понимания того, что он есть где-то. Почему человек плачет, оплакивает? Он в основном оплакивает себя. Мы же как говорим, как я буду без тебя? Я. Мне будет плохо без тебя, мне плохо будет. Мы всегда говорим через призму своего эгоизма. Нам будет плохо. Как нам быть теперь? И мы не задумываемся над тем, что им тяжело от наших слез. Мы не даем им спокойно уйти, привязываем к земле. Значит, смотрите. Сейчас расскажу вам историю похожую. Один певец известный, автор своих песен, армянин, он герой войны, и сын у него тоже. Он пал смертью храбрых, и отец был не в состоянии жить. У него не было никаких сил, он лежал, ничего не хотел. Ну, естественно, и единственный ребенок у них с женой. И он рассказал, что он сам не склонен к мистике, не верил никогда в это все. И он сказал, что он услышал голос сына. Тот сказал ему: пап, хватит убиваться, все будет хорошо. Вот увидишь, все закончится хорошо. И тот, кто меня убил, тоже погиб. И теперь мы с ним здесь друзья. Он так сказал своему отцу. И они о чем-то поговорили. Он спросил о чем-то сына. И он говорит: я слышал его голос. Это было не видение какое-то, не сон, не что-то такое. Он действительно слышал его голос, причем это было днем. Я, говорит, я четко услышал его голос. И он проснулся. Он заставил себя прийти в себя, поменял одежду, вышел на улицу, начал жить. Нам больно не от того, что они ушли. Нам больно от осознания того, что мы их больше не увидим, что мы будем тосковать и не с кем делить эту тоску. И многие люди все-таки до конца не осознают, что есть потусторонний мир, что есть жизнь после смерти. Они не могут это до конца осознать. Может, и верят, понимают, что, ну, где-то так в глубине души верят в это, что да, это, наверное, все-таки есть. Но мы всегда будем сомневаться до того момента, пока сами там не окажемся. И потом другие будут сомневаться до того, пока не придут, не увидят нас там и не убедятся, что да, этот мир есть, и все мы там собираемся. Но что самое убийственное для человека, что самое страшное?
осознание того, что нету человека больше. А когда мы понимаем, что он где-то обитает, где-то он есть, пусть без тела, нам становится легче. Вашу боль может понять женщина, которая любит мужа. Вот знаете, много женщин, миллионы женщин теряли мужей, жили без них, как-то поднимали детей. Да, они тоже тосковали, все такое, но это невыносимая боль, когда тебе ломают крылья. Как правило, происходит, когда любишь мужчину, который уходит. Когда любишь его, это очень тяжко, очень страшно терять. Я иногда смотрю на человека, который со мной рядом находится, и представляю, как больно и страшно и тяжело женщинам, потерявшим своих мужей, особенно последние годы. Ужасающая боль, тоска. Поэтому я понимаю, о чем вы говорите, почему вам было так плохо, почему вы тосковали и почему вы не могли успокоиться и смириться с этим. Потому что вы любили своего мужа. Вот в чем разница между просто женщиной, которая овдовела, умер, и когда хороший был муж, понимаете? Когда это человек, часть тебя просто, твое второе я, и его нет. И как будто и тебя хоронят вместе с ним. Твоя жизнь точно так же заканчивается. Потому что жизнь это, вот, знаете, не кушать, пить, спать и вставать. Жизнь это когда ты ощущаешь энергию жизни, мира, чувствуешь. Вот это жизнь. А когда ты это все не чувствуешь, ты умираешь вместе с ним. Он, увидев ваши страдания, просто пришел и показал. Тропинка – это дорога жизни. Вот вы хотели прийти к нему на это поле, сойти с этой дороги жизни, поэтому он и сказал, не смей этого делать, тебе еще рано. По дороге жизни вы должны идти дальше. Я говорила всегда, хотите успокоить эту боль, живите за двоих, осуществляйте те задумки, мечты, которые ваш любимый человек хотел, но не успел. Или ваш ребенок хотел, но не успел. Через вас они будут получать это. Поле. Вот это поле бесконечное. Самое интересное, вот многие видят это поле. Перед уходом видят, или когда кто-то уйдет, видят, что он в поле ушел. Я повторюсь, я рассказывала, это было 2000, я сейчас не помню, вот в каком году, в 2015 году, да, или 2016, когда упал самолет в египетской пустыне, когда сбили самолет российский вместе с пассажирами. Я очень поздно легла, и как ни странно, проснулась очень бодрая. Хотя сон был такой, знаете, красивый очень сон. Но ощущение такого ужаса, как будто я умираю. Я почувствовала смерть, панику, страх, ужас. Вот где-то вот 7:30, что ли. Примерно так, или сейчас не помню точно. Я увидела такой сон, поле. Ромашковое поле и огромное количество цыплят разбрелись. И женщина, вот та самая красивая женщина, подходит, вот так фартук поднимает и начинает этих цыплят туда собирать. Она их всех собрала и уходит. Я говорю, что ты делаешь? Она говорит, забираю их. И, значит, отвернулась и просто зашагала в это поле. Пошла вот в это ромашковое вот это вот море. И я проснулась от ужасающего состояния, как будто я умираю. Прям вот страх смерти. И я думаю, если бы у нас дома что-то случилось, позвонили бы, не стала звонить им ранним утром. Сижу, и мне прям неспокойно. Включила телевизор посмотреть, что не отвлечься. Говорят, что с Хургад, по-моему, да, пропал самолет с радаров. И мне написали
вот там самолет пропал. Я говорю, они погибли. Я говорю, вот увидите, скоро скажут, что их нету, что упал самолет. Нет, там говорят, что не надо паниковать, что просто так бывает, с радара пропало, может и появиться, может где-нибудь посадку совершил. Я говорю, погибли они. Я это почувствовала. Вот то время, когда они упали, я почувствовала во сне этот ужас и страх, и я увидела, как этих цыплят забрала эта женщина. Она забрала их души. Понимаете? И я проснулась с этим ужасом и ощущением, что смерть, кого-то забрала смерть, и многих забрала и сразу. Мы чувствуем все, что происходит в этом мире. И чем старше мы становимся, тем более чувствительны мы к этому всему. Это врагу не пожелаешь. Это все через себя пропускать, никакого здоровья не хватает. Потом начинается вот это кислородное голодание мозга, аритмия. Это все из-за переживаний постоянных. Мы живем в этой волне. Теперь представьте, вы скорбите за одного человека, а мы скорбим постоянно из-за всех. Да. Теперь вы знаете, что есть потусторонний мир, что ваш муж где-то есть, что он не ушел навсегда. Тело наше как скафандр, понимаете? Он нас защищает от мира духов, пока мы живые. Как только нам становится плохо, отключаемся, видите, сразу попадаем в потустороннее измерение. Во сне мы выходим в астрал, в эти измерения. Когда у нас сильный стресс, мы можем там оказаться в каких-то преломлениях временных, так называемых. То есть увидеть некий другой мир, но это буквально несколько секунд, потом это все возвращается на круги своя. Вот тайный ритуал к мировому разуму. Откройте, посмотрите, я там все это объясняю, как это, почему это хрономиражи называются. Запоминает Вселенная, запоминает пространство, все, что происходило, записывает как на пленку. Ведь все, что мы создаем, это все не от нас создано. Это все мы просто берем эту информацию с природы. То же самое там аппарат, фотоаппарат, телефоны, волны. Это же все существует в природе. Мы просто научились их правильно использовать. Но, значит, есть еще и природное такое же, да, механизм. Так вот, друзья мои, когда мы очень много скорбим об ушедших, они видят и приходят нас успокаивать. Вам нужно жить дальше, жить за двоих. Вспомните, что он хотел и не успел сделать, и осуществите его желание. Ведь в древние времена люди же не просто так. Например, новые императоры старались там воплотить мечту своих отцов, дедов, да. Если они не успели, передали им престол. Люди старались в память о своих детях, например, или любимых, сделать то, что они хотели и не успели сделать. Это не просто так. Через нас они чувствуют эту жизнь. Через нас могут видеть этот мир. Иногда попроситься сюда, посмотреть, что происходит. Вот, собственно, и все на сегодня. Мы, естественно, продолжим это все. Но пока что я думаю, что вам нужно прослушать внимательно эти истории и вынести определенный урок для себя. Всем удачи и всех благ.